Нитянанда улыбнулся и сказал, ну, иди спроси у Шриваса. So the very person you offended, now you have to go fall at his feet and ask him for instructions. Just see. Тот человек, которого ты оскорбил, надо ползти к его стопам и молить о том, чтобы он дал наставление. Просто посмотрите, как все Господь устраивает. That was also great mercy. Она также была великая милость. Because the thing, if somebody offends another devotee due to familiarity, Потому что если человек оскорбляет другого преданного из-за фамильярности, you think that he or she, they live in the same city as I do, they took birth about the same time as I do, and they're just a human being like me, and what do I need to learn from them anything? Они родились в том же городе, что я, они примерно схожего возраста, как и я, и, в принципе, они обычные люди, чему мне от них учиться? So because of this, they have an inability to hear. И that kind of attitude, из-за такого отношения человек не может слушать других. They lose the ability to listen deeply, to listen with attention, to listen. It's called Shrotanjali Upashprishya, the hearing, the respectful hearing that touches the heart. И таким образом человек теряет способность слушать очень внимательно. Говорится Шрутанджали Упашпришья, то слушание, которое способно тронуть и изменить сердце. You lose that ability. В такой ситуации человек теряет эту способность. Vaishnavas means that no matter who they are, because they're chanting Hare Krishna, they're reading great Gita, Bhagavatam, surely they must have some nectar for me. That should be the attitude. Вайшнавы, вне зависимости от того, кем они нам кажутся, поскольку они слушают Бхагавад-гиту, то есть поскольку они читают Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, то, конечно же, у них есть какой-то нектар, которым они могут со мной поделиться. That's the real attitude. Это правильное настроение. That's what this temple is for. That's what our satsanga is for. И для этих целей у нас есть храмы, для этих целей существует сатсанга. You may think that, well, it's not really ideal. Reality is another story. We don't really have devotees banging down each other's door to tell them nectar from Bhagavatam. Мы можем подумать, что реальность такова, что у нас не то, что каждый преданный друг другу стучит в дверь и говорит, я тебе сейчас такой нектар из Бхагаватам расскажу. That's because you haven't done it. You haven't cultivated it. Это все потому, что мы не культивируем такие взаимоотношения. Or you haven't found the right devotees that are doing that. Или, может быть, мы еще не нашли того преданного, который все-таки так поступает. It's important for you to become that person. И тогда нужно самому стать таким человеком. Start it. Надо самому начать такое движение. Hearing, chanting, remembering. Слушание, воспевание, памятование. Talking about it to others. Делиться этим с другими. You can do it. Каждый из нас может это сделать. If you want. Если хотим, конечно. Right. So that is actually the real attitude. Это действительно правильное и здоровое отношение к ситуации. And just like when you were brand new bhaktas or bhaktas, you were very innocent, you were very enthusiastic. Когда вы были новыми бхактами или бхактин, вы были очень невинными и очень энтузиастичными. Because we were suffering like a dog out there in the material world before we met the devotees. Потому что у нас просто была собачья жизнь в этом миру до того, как мы встретили, мы страдали ужасно. The lifestyle of a devotee was so blissful that it was so positive. It gave our life such a meaning, such a direction, such a goal. И стиль жизни преданных был таким блаженным, таким радостным, и вся наша жизнь наполнялась огромным значением, когда мы находились в обществе преданных, мы видели цель этой жизни. Therefore, the best thing we felt like, I just want to be with the devotees and I just want to serve them. Whatever they say, I'll say, yep. И тогда мы чувствовали, что я просто хочу быть преданным, я хочу служить им, и что бы они ни говорили, я всегда буду говорить да. Now, but then when you live with them after some time, но через какое-то время пожив с ними, then you start to see, your body, their body. Bodies are stinky, horrible. И вы начинаете видеть свое тело, их тело, тела немножко попахивают, они не очень красивые. Right, isn't it? And it's basically maintaining bodies is basically a bore. И вот это дело поддержания тела, это вообще скука. It has its downside. То есть не очень приятно менять. However,
In Bhakti Loka, Bhaktivinoda Thakur does mention. Но в Бхакти-локе Бхактивинод Тхакур говорит, You may think that, well, if I'm management or I'm serving the devotees means taking care of their bodies, cooking for them, cleaning for them, если я менеджер, если я заботиться о eating преданных, them. забота о преданных, значит, заботиться об их телах. Мы должны их кормить, мы должны их где-то расположить, мы должны убирать и так далее. What's the difference between doing that and the material world? Но в чем разница между этой деятельностью и подобной же деятельностью в материальном мире? It looks the same. Все выглядит так же. The difference is in consciousness. Но разница в сознании. Is we're doing things for Krishna. Потому что мы все делаем для удовольствия Кришны. If there's Krishna Katha, И если есть Кришна Катха, then it invokes the atmosphere of service to Krishna. то это пробуждает атмосферу служения Кришне. Talks about Krishna evoke the spiritual world. И разговоры о Кришне, они пробуждают духовный мир. It inspires the service to Krishna. И это вдохновляет служение Кришне. And it should be unmotivated and uninterrupted to satisfy itself. И такое служение должно быть бескорыстным и беспрерывным для того, чтобы принести удовлетворение душе. If there is hearing and chanting about Krishna, Если есть слушание и воспевание Кришны, then the service attitude will be, I'm serving. тогда наше отношение будет «я слуга». And because everybody is in the service attitude, that everybody wants to serve each other, then it's like almost like a competition. И если каждый пребывает в настроении служения, и тогда получается, что каждый хочет служить другому, тогда за это служение будет даже борьба, кто кого переслужит. You want to serve the Vaishnavas and the Vaishnavis, but you don't want to be served because you don't think that you're a Vaishnava, therefore you should not be Вы served. хотите служить Вайшнавам и Вайшнаве, но вы не хотите, чтобы служили вам, потому что вы не считаете себя Вайшнавом. That's the move. Вот такое настроение у нас. But if you're not hearing and chanting and you're contemplating your senses, Но если мы не слушаем, не воспеваем, но мы полностью сосредоточены на своих чувствах, then, like we mentioned, I think we mentioned yesterday, the day before, но, как мы пару дней назад говорили, this was the fourth canto, second chapter, 22nd chapter, verse number 30. Четвертая песня, 22 главе, 40 стихе, Where the Sanat Kumar was saying that if you're meditating on the sense object, it just draws up all your energy, like the water of a lake is drawn up by straws on the bank. Там Кумар говорит, что если мы медитируем на объекте чувств, то это полностью высасывает всю нашу энергию, подобно тому, как бамбук высасывает воду из озера, на берегу которого он растет. So a mundane, selfish person may think serving the devotees is basically exploitation. I'm cooking for them, cleaning for them. They're just pulling the work out for me and I'm not getting any benefit. Человек с мирским умонастроением будет думать, что чего я служу этим преданным, это просто эксплуатация. Я просто готовлю им, я убираю здесь все, они просто эксплуатируют и вытаскивают из меня всю последнюю энергию. I should leave. Я, наверное, уйду. I should get a job outside. И они идут, находят себе работу где-нибудь. They're bewildered. Они введены в заблуждение. If somebody is dedicated to Krishna, Если человек предается Кришне, even if they're uneducated, даже если он не образован, even if their training is not up to standard, даже если они получили самого высокого и самого лучшего воспитания, образования, still they're dedicated to Krishna. но тем не менее они предали себя Кришне. Serving them and talks about their maintenance does not constitute prajalpa. Bhaktivinoda Thakur mentions in Bhakti То если мы служим таким людям, если мы обсуждаем то, как содержать их и поддерживать их, это не является праджалпой, говорит Бхактивинод Тхакур. So, one should have, but if one hears and chants about Krishna, then it makes it a lot easier to develop a service attitude for such Vaishnavas. Если к тому же человек служит и воспевает о Кришне, то тогда еще гораздо проще развить настроение служения Вайшнавам. So, Nityananda Prabhu told Gopal. И Нитянанда Прабху сказал Гопалу. Gopal asked again, how can I serve a Vaishnava if I do not understand the glories of a Vaishnava? How can you glorify someone you don't understand or you don't feel like it? Гопал сказал, как же я могу служить и прославлять того, чью славу я не понимаю? Go ask Srivas Thakur.
И он сказал, иди спроси у Шривастхи. The very person you offended, go and ask him. У того самого человека, которого ты оскорбил. We mentioned, if you offend somebody, you think they're just as good as you, and you lose the ability to listen deeply what they have to say. Мы уже говорили о том, что если вы оскорбляете кого-то, то вы думаете, что этот человек никак не лучше, чем вы, и вы теряете способность слушать что-либо, и слушать что-либо, что они говорят. In the same way, if somebody has this anartha kashaya, this condescending anger against subordinates, he also loses the ability to hear constructive criticism from the subordinates, from Guru, Sadhu, and Shastra. В то же самое время, even if the subordinates, suppose the subordinates come to you with Guru, Sadhu, and Shastra, or some logic even, you know, and you're unable to hear it because of false pride or pride. То же самое, если человек обладает этой анархой менеджера, анархой кашая, которая беспричинный обрушивающийся гнев, то он тоже теряет способность слушать от своих подопечных какие-нибудь логичные аргументы и какую-то конструктивную критику, даже если она полностью основана на гуру, саду, шастру. You become mad, literally angry, mad, uncontrolled, false pride. You lose the ability to hear. There's no sattva-guna. It's rajaguna and tamaguna. Такой человек буквально становится безумным. Он обуреваем ложной гордостью и ложным эго, и уже никакой речи о саттва-гуне здесь нет. Человек полностью находится под влиянием раджи и тамагуны. So to purify him, Nityananda Prabhu sent him, take this medicine, go and submissively inquire from him. И чтобы очистить Гопала Чимпала, Нитянанда Прабhu сказал, иди к Шривастхакуру и спроси у него. So he had no way out. Gopal had no way out now. И у Гопала не было другого выбора в этой ситуации. So he fell at the feet of Srivas Thakur and he asked the question. И он упал в стопы Шривастхакура и он спросил его. I asked Nityananda for mercy, and he said, with the same voice that I have offended you and other Vaishnavas, I should glorify them. The same mouth. Он сказал ему, я обращался к Нитянанде Прабху за помощью, он сказал, что теми же устами, которыми я оскорблял Вайшнавов, я оскорблял себя и других Вайшнавов, я должен прославлять их. But how can you glorify a Vaishnava if you don't understand the glories of a Vaishnava? It'll be artificial, it'll be sentimental, it'll be lacking in substance. Но как же возможно прославлять кого-либо, если я не понимаю славы Вайшнава? Это будет очень искусственно, поверхностно, это будет сентиментально и не будет иметь никакого содержания. How do you glorify the Vaishnava properly? Как же мне правильно научиться прославлять Вайшнава? So that disease of criticism may go away. Чтобы эта болезнь критицизма, она ушла из моего сердца. Then Srivas Thakur smiled and said, serve a Vaishnava, then you will understand the glories of a Vaishnava. Тогда Шривастхакур улыбнулся и сказал, служи Вайшнаву, тогда ты поймешь славу Вайшнава. Who would accept such a fallen wretch as I? Он сказал, кто примет такого падшего негодяя, как я? Then Srivas suggested, go and approach Nityananda's servant, his name is Purushottam Das Thakur. Он сказал, иди и обратись за этим к слуге Господа Нитянанды, его имя Пурушоттам Дас Тхакур. So he did so. И Гопал Чимпал он поступил так. And luckily for him, Purushottam Das Thakur, who is an ocean of mercy, he accepted him and trained him. И к счастью для Гопала Чимпала, Пурушоттам Дас Тхакур был просто океаном милости, он принял его и начал его воспитывать. And he was initiated with the name Devakinandan Das. И он получил инициацию, и новое имя его было Девакинанда. And he wrote this famous bhajan, which is very famous in our sampradaya. И он написал этот знаменитый баджан, который очень знаменит в нашей сампрадай. Now, there are 3 other bhajans which are written in a book called Bhakti Tatvasar. Есть еще 3 других баджана, которые описываются в книге Бхакти Tatvasar. And they are also attributed to Devakinandan Das. И считается, что их также написал Девакинанда. But this bhajan is by far the most famous. Но этот баджан самый знаменитый.
Now, in this bhajan, when we analyze it, you can see many wonderful points. В этом баджане, если мы проанализируем его, можем увидеть очень много замечательных моментов. We sung this bhajan in an evening tune. Мы сейчас пропели этот баджан на вечерний мотив. Because it's evening. Поскольку сейчас вечер. However, if you learn this bhajan, you can also sing it in the early morning hours before Mangalartik or like that in the morning tune. Если вы выучите этот баджан, то вы можете петь его на утренний мотив перед Мангаларати. Before Mangalarati. It is very good for the mind. Это очень хорошо для нашего. There's so many bhajans that can be sung in the morning melody. Столько баджанов, очень много баджанов можно петь на утренний мотив. Because it was recommended to beat the mind with shoes 100 times in the morning, so these bhajans are very good for that purpose. Поскольку Бхактисиданта Сарасвати Такуров советовал бить свой ум ботинком 100 раз с утра, то эти баджаны хорошо выполняют эту функцию. So, first of all, it says here that he's offering obeisances to the residents of Vrindavan. Сначала говорится, что он предлагает свои поклоны всем вайшнавам Вриндавана. Now, who are the Vrindavan devotees? Кто эти преданные из Вриндавана? In Manashiksha Bhajan Darpan commentary, в Manashiksha Bhajan Darpan комментарии Manashiksha Bhaktivinoda says the real residents of the Dhamma are the Paramahamsas. Бхактивинод Такур говорит, что истинные жители Дhamмы это Парамахамсы. These are devotees that physically reside or mentally reside by their Krishna Katha. Это преданные, которые там живут физически или они живут там благодаря тому, что постоянно заняты Кришна Катхой. And they invoke by their Krishna Katha, they plunge their followers into the residence in the Dham. И благодаря этой Кришна Катхе они делают так, что все их последователи также попадают в Дhammu. So these are Dhammavasis. И это есть Dhammavasis. Now of these Dhammavasis, there are three types. Есть три типа Dhammavasis. The Vrindavan Vasis are, one can see these things in terms of different levels. Можно выделить несколько уровней. Those who actually are born there. Жители Вриндавана, Вриндаване, это им могут быть те, кто родились во Вриндаване. Prabodhananda Saraswati says, even if such persons, even if they talk nonsense in my ear, I won't give them up and reside elsewhere. Prabodhananda Saraswati говорит, что даже если Вриндаване будут нести чушь, я никогда не оставлю их общество и всегда буду жить там в Вриндаване. Raghunath Das and Brajavilasa Stava says the same thing. Raghunath Das, Brajavilasa Stava говорит то же самое. But of course, Raghunath Das and Brajavilasa Stava is referring to the eternal associates in the Goloka Dham. Но в Brajavilasa Stavе Raghunath Das, он на самом деле говорит о вечных спутниках, те, которые присутствуют на Голока Вриндаване. The Rasacharya, Vishwanath Chakravarti Thakur, Rasacharya Vishwanath Chakravarti Thakur, who is considered to be an incarnation of Rupa, который считается воплощением Рупы Вишвана. He said that when the Brajavasis say something that looks strange, like it's Prajalpa, but if you take the statement that they make, you could probably switch the Sandhi in such a way that it proves it to be Krishna Katha. Он говорит, что если вам кажется, что то есть поверхностным взглядом кажется, что Баджавати говорят про Джалпу, но если взять внимательно рассмотреть каждое слово с точки зрения грамматической, этимологической и так далее, то можно доказать, что они на самом деле занимаются Кришна Катхой. In Brajariti Chintamani, in the first chapter, he says, when they say this, they don't mean that. They mean this. Therefore, whatever they say is not Maya, it is Krishna conscious and pure. В Brajariti Chintamani он говорит, что когда Баджавати говорит то-то и то-то, на самом деле, вот смотрите, он говорит совсем по-другому. На самом деле это не про Джалпа, а
Кришна Катха. Он доказывает. He gave about 6 or 7 different examples. Он приводит 6 или 7 различных примеров. And they're actually very funny. Они очень смешные. So it just shows that his vision was not to be critical. И это показывает, что его настроение было избегать критики, как только возможно. Now, we mentioned 2 types of Vrindavan Vasis here. Мы уже говорили о том, что есть два типа Бриджабаси. Those who were physically born there. Те, кто рождены во Враджу. And they may not serve exemplary. И, может быть, они не являются собой пример поведения. Generally, you respect them from a distance. Обычно мы их уважаем и находимся на какой-то дистанции, держим какую-то дистанцию, но уважаем. And the Paramahamsas who reside physically or mentally. И второй тип Бриджбаси это парамахамсы, которые либо физически, либо ментально живут во Вриндаване. The third type are devotees. Третий тип это преданные. Vaishnavas who reside in the dham, in the temples or in sacred places doing bhajan. Вайшнавы, которые живут в даме, в храмах и в каких-то священных местах и занимаются баджаном. And these are the devotees that these are some of the different aspects that Devikananda Das is worshiping. И это те разные виды преданности, которым поклоняется Девикананда Дас. So he says all of it, Sabara Charan, on all these different classes of devotees I offer my obeisances. И он говорит Сабара Чарана, всем этим видам преданных я предлагаю свои поклоны Кришнам. So now we have the next one is he's glorifying Nilachala Basi. В следующей стихе он прославляет Нилачала Баси. I fall down on the ground and their feet to offer obeisances. Он говорит, я просто падаю на землю у их стоп, предлагаю поклоны. So, why are they special? Почему же они какие-то особенные? Nilachala is Vipralamba Kshetra. Нилачала это Випраламба Кшетра. It is a place where separation from Krishna is felt. Это место, где особо ощущается разлука с Кришной. It is a place where they try to bring Krishna from Dwarka back to Vrindavan. Это место, где преданные пытаются Кришну вернуть из Двараки в Вриндаван. It is where Chaitanya Mahaprabhu experienced the highest stages of separation and love from Krishna. И именно в этом месте Господь Чайтанья Махапрабху испытывал самые высшие стадии экстаза разлуки с Кришной. So those who resided there with Chaitanya Mahaprabhu, те, кто жили там во время Чайтанья Махапрабху, they were party to such wonderful confidential topics of Lord Chaitanya, like Swarup Damodar, Ramananda Raya. They were not ordinary associates. они были свидетелями таких возвышенных чувств Господа Чайтаньи. Такие спутники Господа, как Сwarup Damodara и Ramananda Raya, не были обыкновенными спутниками. And there, just by their, it says in Chaitanya Charitamrita, some of them, like Paramananda Puri, simply by remembering their name, you can get love of God. О некоторых, например, о Парамананде Пури, в Чайтанье Чайтамрите говорится, что просто вспоминая имя его, возможно получить любовь к Богу. Это Парамананда. One of those great souls. Один из этих великих духов. So Nilachala is very special. Нилачала это очень особенное место. Even if you talk about Nilachala Vasi, means the ordinary residents of that place. Даже мы говорим об обычных жителях Нилачала. It says, Skanda Purana says the demigods looking down on that land see all those residents as four-armed, having already Sarupya Mukti. They've already attained liberation. Падма Пуране говорится, Skanda. Сканда Пуране говорится, что когда полубоги смотрят на Джаганатха-пури, они видят, что все обитатели Джаганатха-пури уже обладают четырехрукими формами, они все уже получили Сарупья Мукти. So Mahaprabhu's Nilachala associates are very special. И спутники Господа Чайтаньи в Нилачале, они особенные. So, and any devotees, so the Gaudiya Vaishnavas, these three dhams, Navadvip, Mayapur, and Nilachala are very, very dear. И спутники Господа в этих трех дамах, Навадвип, Брадж и Нилачала, они очень дороги Господу. So, by chanting these names and glorifying these devotees, we go there. И воспевая их имена этих преданных, мы помещаем свой ум в их общение, помещаем свой ум в даму.
Navadvipa Basi Jatta Mahaprabhur Bhakta Sabara Charana Bandhan Hai Anurakta. He says, by offering prayers and obeisances, then I'll attain loving attachment for them. Дальше Драгинандан говорит, что предлагая молитвы и поклоны лотосным стопам спутникам Господа Нитянанды в Навадвипе, я достигну любовной любви к ним. So, this because why are the Navadvipa associates so amazing? Почему спутники Господа Навадвипе такие особенные? Because they witnessed Lord Chaitanya's youthful pastimes. Потому что они наблюдали детские игры Господа Чайтаньи. And therefore, they're very, very special. И поэтому они очень и очень особенные. His sweetness of his youthful pastimes captivates the heart. Сладость его детских игр захватывает сердца. It's mentioned in Gopala Tapani Upanishad that of all the pastimes of Lord Hari, his pastimes in Vrindavan as a coward boy steal the mind. More than any other pastime. Upanishad говорится, что из всех игр Господа Хари, те, которые описывают steal the mind. The pastimes of the coward boy. То есть, когда они описывают Господа как мальчика-пастушка, пастущего коров, эти игры, они крадут умы читателей. But because Lord Chaitanya is the manifestation, combined manifestation of Radha and Krishna, поскольку Господь Чайтанья это воплощение Радхи и Кришны, therefore, his pastimes are even more sweeter than Krishna's. Поэтому его игры, они еще более сладкие, чем игры Кришны. Prabhupada commented that Lord Chaitanya is many, many times more beautiful than Lord Krishna as a result. Прабхупада говорил, что Господь Чайтанья во много-много раз более прекрасен, чем Кришна. Because he's combined of Radha and Krishna together. Поскольку он воплощение Радхи и Кришны. So Navadvipa has got a very special. Поэтому Навадвипа это очень-очень особенно. And Mahaprabhu delivered Jagai Madhai by Nityananda's mercy there. И Махапрабху освободил Джагая Мадхая благодаря милости Нитянанды, освободил сам Навадвипа. Devakinanda Das continues. И Девакинанда Дас продолжает. He said, by offering obeisances to them, I'll get attachment for their feet. Он говорит, предлагая поклоны им, я обрету привязанность к лотосным стопам. It is this because see he lived there in that area. You understand? И поскольку он жил там, он понимает. Previously, he might have thought they were ordinary because if he offended Srivas Thakur, certainly they must think he's very ordinary. Сначала он, может, думал, что они какие-то обычные люди, поскольку если он оскорбил Сриваса Тхакура, он наверняка думал, что он ничем особенным не является. But by offering obeisance to them, I'm realizing that they're not ordinary. Но предлагая поклоны, я начинаю понимать, что они не обычные. So the next thing. Mahaprabhu Bhakta Jatta Gora Desha Siti Sabara Charana Bandhan Korya Pranati. He said, I'll offer my respectful obeisances to Lord Chaitanya's devotees that live in the Gora Desha. Я предлагаю поклоны и молитву всех преданных Махапрабху, живущих в Гаура Деше. This means Bengal area, outside of the Dhammas. Это значит вся территория Бенгалии, не только Дамы. So I offer obeisances and prayers at their feet. Я предлагаю поклоны и я молюсь в их стопах. So just see. So this is the whole of Bengal. Это вся Бенгалия. Gora Desha is Bengal and Orissa together. Гаура Деше это вообще Бенгалия и Ориса. There are many, many devotees glorified from Chaitanya Charitamrita in these places. Очень много преданных Господа Чайтаньи, которые прославляются Чайтаньей. The Kandavasis, for example. Которые выходцы из этих мест. Кандаваси, например. So many devotees. Так много преданных. So these so when this bhajan is chanted by the Gaudiya Vaishnavas, if you've read Chaitanya Charitamrita well, then all these different places, names, people, they start flooding into mind. Если мы воспеваем этот баджан, если мы читали внимательно Чайтанью Чайтамриту при этом, то
все эти события, и люди, и места, они всплывают в нашем уме. And because Lord Chaitanya's devotees are very powerful, И поскольку преданные Господу Чайтаньи очень могущественны, because they've seen Lord Chaitanya, they're almost as powerful as he. и поскольку они видели Господа Чайтаньи, они почти настолько же могущественны, как он сам. Therefore, Devikananda Das worships all of them. Поэтому Девакинанда Дас всем поклоняется. Then he glorifies further the potency of Lord Chaitanya's devotees. Затем он далее прославляет могущество преданных Господа Чайтаньи. This is how it's getting more interesting. И там дальше все более интересно. See, with each shloka, it's getting deeper and deeper in explanation. Каждая шлока, она все глубже и глубже объясняет нам природу смирения. Look again. Look again. Посмотрите снова. Ye deshe baise gorangeragan, urdva bandhu kodibandan sabara charan. В какой бы стране ни жили, бхакты Гауранги, подняв руки в ликовании, я преподаю стопам молитву. This means that he has given up any desha abhiman, this mood that I'm an Indian, I'm a Bengali, I'm an Oriya, and these people are foreigners. These are Russian Vaishnavas, American Vaishnavas, European Vaishnavas, anywhere where Gauranga's devotees have taken their birth. То есть теперь мы видим, что он полностью отбросил Деша Абхиману, то есть он полностью отбросил рамки даже Индии. Он предлагает почтение всем преданным Господа Гауранги, русским вайшнавам, американским вайшнавам, всем вайшнавам он готов припасть к стопам. Brahmaji mentioned in 2nd Canto 7th chapter verse number 46. Брахмаджи говорит во второй песне 7 главе 46 стихе. He mentions there that if they've taken training, что он говорит, что если человек прошел должную подготовку, воспитание, then they can also understand the Supreme Personality of Godhead. то такие люди низкого происхождения, они тоже способны понять науку о Господе. They can also go back to Godhead. Они тоже могут вернуться домой обратно к Богу. Whether they've taken birth in Germany, Huns or Shabaras, they've taken birth in Russia, Siberia. Если родились ли эти люди в Германии, или они родились в горах, или они родились в Сибири. If they've surrendered to the process, если они предали себя этому процессу, hearing and chanting, glorifying Krishna, слушать, воспевать и прославлять Кришну, holding the nectar that they hear, и удерживать нектар, который они уже услышали, distributing the same. и раздавать нектар другим. What to speak of these people, the demigods will also worship such devotees. Что говорить уже о других людях, сами полубоги будут поклоняться этим преданным. Wherever they go, if they chant Lord Chaitanya's instructions, following strictly, there'll be victory. Куда бы такие люди ни пошли, если они повторяют послание Господа Чайтаньи, всегда с ними будет победа. Lord Babahu Kodi Bandham. It said there will be victory. Therefore he's raising his hands in ecstasy. There will be victory. Поэтому Девакинанда Дас скидывает руки в экстазе и провозглашает, что с такими бхактами всегда будет победа. Devotees are living in other places around the world, even though they mentally want to stay in Navadvipa Vrindavan, because preaching is so important and so dear to Lord Chaitanya. Это относится к тем преданным, которые живут в разных частях мира, хотя в уме своем они постоянно пребывают в Вриндаване и Навадвипе, но из-за того, что миссия Господа Чайтаньи, миссия проповеди так важна, они живут в других местах физически. So our movement, although we're international and we have people from international backgrounds with international anarthas, и хотя наше движение сознания Кришны, оно является международным, и у нас люди с разным прошлым и с международными анархами. But still, it proves that the power of the holy name is so powerful that if they seriously take up Hare Krishna chanting, Gita, Bhagavatam, they can be delivered. They can deliver others also. Это показывает, что сила Харе Кришна Махамантры, Шримад Бхагавад-гиты и Бхагаватам настолько сильна, что такие люди способны получить освобождение, и также способны освободить других. So the verses get deeper. И глубина стихов продолжает нарастать. Just see. Дальше Девакинанда говорит: зажав травинку в зубах, смирение искренне молясь, я падаю в топ всех слуг Махапрабху, когда-либо живших в прошлом, и тех, кто когда-либо будут жить.
Hayachena haibena prabhupada jata das, sabara charanana kori dhante kori ghosh. So, if somebody is actually preaching and getting results, then how do you approach them? With what mentality? Здесь говорится о том, что здесь говорится о том, каким настроением нужно относиться к тем, кто проповедует и достигает каких-то результатов в проповеди. Wherever you see such devotees, he's saying, Hayachena haibena prabhupada jata das. Когда бы вы не видели таких преданных, If they've been trained, if they know how to behave, if they're actually Vaishnavas and Vaishnavis. если эти преданные прошли должное воспитание, они знают, как вести себя, если они являются вайшнавами, действительно глубокими вайшнавами и вайшнавами, Sabara charandan bante tante korigas. Then I'll fall at their feet and I'll have a straw in my mouth. я упаду к их стопам с соломой зажатой у себя между зубов. This means I'll have questions. I'll be very submissive. I'm ready, not only ready to serve, but I'm ready to ask questions. All my pride is smashed. Это значит, что я буду очень смиренным, очень all my false ego is completely smashed by these because they serve and I'm not. Я буду готов задавать им вопросы, не только служить им, но также смирением вопрошать их, поскольку они служат, а я не служу. I know their position and I know my position. I'm quite fallen and they're more, because they control their mind and senses and serve Krishna and Lord Chaitanya, therefore they're in a position to instruct me. Я знаю свое положение, знаю положение их. Я очень падший, но поскольку они служат наставлением Кришны и наставлением своего духовного учителя, то они находятся в положении давать мне наставление. Then, the next verse. И следующий стих говорит. Brahmanda tarite shakti dhare jane jane, Veda Purana guna gane jebu shuni. He's saying that such devotees have the ability to deliver an entire universe. И в этом стихе говорится, что все последователи их Махапрабху и их последователи наделены силой освободить целую вселенную. That's actually the amazing thing, because you judge a spiritual master by their disciples. И это удивительная вещь, потому что обычно мы судим о духовном учителе, смотря на его учеников. The disciples know how to behave properly, then it impresses that they must be under the training of a good scholar. И если мы видим, что ученики, они умеют себя вести подобающим образом, то это производит впечатление, что их воспитывает какой-то очень глубокий вайшнав. And wherever they'll go, such devotees, enthusiastic servants of another empowered Vaishnava, they will empower others. И куда бы такие наделенные могуществом слуги возвышенного вайшнава не поехали, не пошли, они всегда обладают способностью вдохновлять других. Bhaktivinoda says a Vaishnava is known by how many temples he opens, how many books he prints, and how many Vaishnavas they make. This is the hallmarks of an empowered Vaishnava. Бхактивинод Такур говорил, что Вайшнава можно оценить по тому, сколько он открыл храмов, сколько он напечатал книг и сколько людей он сделал Вайшнавами. Это визитная карточка возвышенного Вайшнава. It is not that the spiritual master should deliver and lecture and preach and will remain buffaloes. Это не должно быть так, что духовный учитель он дает лекции, проповедует, а мы должны оставаться буйволами. No, we also must. The spiritual master takes pleasure in seeing his disciples lecturing and preaching and seeing how they're doing it. Нет, духовный учитель он получает огромное удовольствие, когда он видит, что его ученики также проповедуют и дают лекции, и это доставляет ему огромное удовольствие. Veda Purani Guna Gani Eve Shuni. Now, it's stated in Sanskrit in the Vedas and Puranas. Eve Shuni means I'm seeing it with my, I'm hearing it. I'm hearing it in the conversations of these. I'm hearing how the Vaishnavas are delivering it. I've seen it in the Shastras, but I'm hearing it with my own ears and seeing it with my own eyes. How they deliver it. Значит, что я уже слышал, конечно, что вайшнавы способны победить целую вселенную, но теперь я вижу своими собственными глазами, слышу своими собственными ушами, как это происходит. I hear how they're preaching to other people. I hear how they're changing people's minds. I hear it. Я слышу, как они проповедуют другим людям. Я слышу, как они изменяют умы других людей. Я слышу все.
And by hearing that, those wonderful, forcible arguments of these devotees, my own doubts are being eradicated. И слушая эти серьезные аргументы других преданных, мои сомнения разлетаются в пух и прах. So, Mahaprabhu's devotees have two qualities. They're fixed in transcendental knowledge, they know the highest truths, and they have great love. У преданных Махапрабху есть два качества. Они обладают трансцендентным знанием, они очень ученые, и они обладают огромной любовью. This is mentioned in the next verse. И об этом говорится в следующем стихе. Mahaprabhu Gana Sava Patita Pavan Tai Lobi Mui Papi Loinu Sharan. See, not only do they have great knowledge to destroy doubts, Не только они обладают огромным знанием, способным разрушить сомнения, but they actually have a great desire to attain Lord Chaitanya. но у них также есть огромное желание достичь Господа Чайтаньи. If your heart is a little dry, Если наши сердца немного высохли, then you look at prayers like the Prarthana Dynamite section of Kalyan Kopataru. то мы можем заглянуть в молитвы, подобные молитвам из Прарthana Dynamite секции сборника Кальяна Калпатару. These are prayers in utter humility. Это молитвы в глубочайшем смирении. Also, the Dainya section of Sharanagati. Также в раздел Дайня Шаранагати. Prarthana of Narottam Das. Также можно посмотреть молитвы из Прарthаны Нароттама Даса. There are a few bhajans already translated. Есть несколько бхаджанов, которые уже переведены на русский. It's time to enter into those bhajans. И пора погрузиться в изучение и в понимание, в настроение их бхаджана. Tai lobi mui papi lainu sharan, because these greed to attain perfection, seeing their greed for perfection, it encourages, it forces sinners like me to surrender. It inspires surrender. И Дхармананда нас говорит, что когда я вижу ту жадность, которой они хотят достичь совершенства, даже такой негодяй, как я, хочет предаться ему. This is the gift of Vaishnava Sangha now. It's getting deeper now. И теперь мы видим настоящий плод Вайшнава Санги. This is why we take the trouble to live with devotees and under any inconvenience. И поэтому мы принимаем на себя аскезу жить вместе с преданными, несмотря на любые неудобства. If we get the chance to hear their topics of Krishna Katha and see their greed for Krishna, it was all worth the endeavor. Если мы обладаем удачей, мы слушаем Кришна Катху вместе с ними, и мы видим их пример, то все наши затраты сил были, они стоили того плода, который мы получаем. See, devotees should not only maintain their bodies and do some service to maintain the temple, but they must get out and preach and pick up the fallen people. Преданный не должен только поддерживать свое тело и поддерживать храм, он должен выходить и проповедовать для того, чтобы возвышать падшие души. Practically.